Ну, наконец-то, запрыгивай. Вы кто? Так, ты Разнала убил? Убил, и что? Ну и все. Добро пожаловать в маршрутку до Сильваны. Давай-ка я возьму твой багаж. Не надо, это мои рейдеры. Неважно. Ух, по весу как 19 вагонов. Ну что, крабики, выезжаем. Петя, заводи. А вот и стражница, остановочка. Кратко, 5 хилов, ва. Выносим дебафы в пилар, делим танков 3 иммунами. Все, поехали. А вот и писарь Рокала. Петя, остановочка. Здравствуйте, мы уже пулим. Пойдемте. Итак, давайте еще раз. Вас трое. У нас есть 3 метки. Вам нужно их отвести. Игрок номер 1. Метка. Звезда. И. Ладно, давайте посмотрим. Что ж, игрок номер 2. Метка. Ну, знаете, лично мне нравится вращать звезду. Да, вот, буду звезду вращать. Я даже не сомневался. И, наконец, игрок номер 3. Какую метку вращаете вы? Звезда. Не удивлен. И мы вновь вернулись туда, откуда начинали. Что ж, хулиганы мои, гайд в студию. Ну, наконец-то! Общая информация. Нам потребуется 4 хила. Когда и зачем берут 5-го, расскажу позднее. Хороший ДПС позволяет очень сильно упростить освоение. Отличий много, поэтому давайте подробно разберем механики. Бомбы после выноса оставляют сферы, идущие во все стороны, и накладывающие замедляющую доту на тех, с кем столкнуться. Из-за особенностей механики цели под фридомом доту не получают, а потому могут спокойно поглощать все сферы вокруг. Однако главный способ защиты – это обычное уклонение. Важно! Глыба, бабл и плащ теней скидывают с вас круг, не создавая шары. Используйте это. Давайте посмотрим пример исполнения этой механики. Будьте внимательны и уворачивайтесь от снарядов. Лучи. Они тут больше, быстрее и опаснее героика. Из-за частичного наложения на вынос бомб становится одной из главных проблем. Решение довольно простое. Выносите бомбы ногами. А способности, такие как блинк и героический прыжок, старайтесь оставлять именно на лучи. Если все совсем плохо, жмите сейв. Руны. После лучей 10 игрокам необходимо будет найти свою руну и встать в нее. Обратите внимание, как далеко она может быть, и самое главное, как сильно выделяется именно ваша. Чтобы все успели, сдавать рык или тотем. Тени. Выносим, катим через босса, кливаем. Ничего нового. Общая стратегия на первую фазу. Как и на Разнале, после определенных процентов хп босс перестает использовать свои механики. Поэтому наша цель — опустить босса до 72,5% хп, до наступления вторых лучей. Это существенно снизит количество смертей. Вторая фаза. Главная проблема второй фазы — это ВАшка. Уверен, ветераны героика меня поймут. Я рекомендую всем рейдам удалить все ВА на писаря, после чего дружно скачать одну и ту же. Можете взять ВА из описания, либо поставить какую-либо другую. В моем случае ВА требует прописать приоритет игроков. Рекомендую делать так. Сначала танки, затем милики, потом РДД и в самом конце хилы. Особенно талантливых рейдеров можно ставить перед хилами. Как и в героике, игрокам с дебафом предстоит крутить руны. Делается это в соло. Однако есть маленькое изменение. Теперь руны посылают лучи, идущие к центру, поэтому стоять следует у их внешнего края. Отсюда следует еще одно важное замечание. Если все игроки начнут крутить руны одновременно, то лучи никого не заденут. Однако если кто-то опоздает, будут проблемы. Остальному рейду предстоит убить 2 андов, сложность которых сильно повысилась. Дело в том, что теперь их каст, наносящий огромный урон целям в радиусе 25 метров, не сбиваем. Поэтому миликам придется отпрыгивать либо лосать за колонной, а РДД просто бить.
Именно поэтому милики имеют высший приоритет на вращение. Стратегии тут две. В первом случае танк берет первого ада и ведет его к колонне. Все играют по аду. Ханты на пулю второго ада на танка. РДД стоят в безопасной зоне. Миликам следует быть осторожными, так как ады будут кастовать в разнобой. Во втором случае танк берет ада и ведет его в эту зону. Второго ада вновь приводит хант. Если все сделать правильно, то ады будут кастовать почти одновременно. В целом это все. Далее первая и вторая фазы повторяются. Третья фаза. Тут все просто. Либо у вас хватает ДПС и вы зергаете босса, либо вам пиздец. Давайте остановимся на первом варианте. Чтобы все получилось, мы сдаем БЛ, все брусты, поты и дамажим в 20 человек, привлекая даже хилов. Важно! 3-минутные брусты сдаются с пула и на третьей фазе. Либо мы прибегаем к помощи секретного оружия, имя которого Стоп ДПС. Fuck you! Horrible game design! I don't want to stop damage! Fuck you! Если внимательно посмотреть на бой, то станет понятно, что взрывной урон позволяет игнорировать механики на каждой из фаз. Поэтому план такой. Бурстим до 73, можно выпить поты. Далее стоим АФК до 2:00, после чего переводим босса. Начинается фаза 2. Убиваем адов, вертим круги, но самый крайний круг заводится за 2 секунды до окончания фазы. То есть он крутит со всеми, но, приблизившись к месту назначения, выходит, ждет последних секунд и завершает оборот. Если все сделано верно, то мы возвращаемся к первой фазе примерно в 3:00, то есть имея все возможные брусты. Повторяем план, опуская босса до 43%, ждем 5:00 и переводим. Аналогичным образом доводим круги и выходим на третью фазу после 6-й минуты, имея все брусты. Поверьте, этот абуз очень сильно упростит освоение. Стакаем сов и побеждаем. Однако что делать, если даже со всеми фулами вы не успеваете добить босса? Страдать. Взять 5-го хила, зергать ада и делать механики. Вы можете надеяться на удачу и пытаться довести соло, либо расписать способ и технику общения, при которой рейдеры будут быстро и четко помогать друг другу. Прийти на РТ, начать коммуницировать, разосраться и задисбандить гильдию. Так что мой вам совет. Учитесь дамажить. Добрый день, дорогие друзья. Давненько мы с вами не виделись, и сегодня мы поглядим видеоубийство гильдии Brute Force от лица уже воина Нянка Сенсей. Видео довольно свежее, ему всего где-то пара недель, то есть информация довольно актуальная и показательная. Начинается бой, здесь все довольно просто. Почему этот килл хороший и показательный? Да, тем, что здесь они именно ДПС стопают. Казалось бы, уже full gear ребята, full mythic прогресс, но, ребят, надежней, спокойней просто стопнуть и за счет сов и хороших наличия всех фулов спокойно переводить. Пошли первый вынос бомб. Уносится. Очень важно, друзья, понимать, что и бомбы, и лазеры переживаются. То есть, если у вас есть выбор, либо вбежать в рейд, либо уйти подальше, допустим, в уже имеющуюся бомбу, вторую, лучше выбрать вариант номер 2, но нажать сейв. Потому что, зайдя в рейд, ничего хорошего не случится. Появляется ад кайтится, ни в коем случае лицом не принимаем, а то он может вам и сесть на лицо. Вот, кливается, босс плюс ад, заливается мелочь. И вот, 72%, видите, минута 10. Тактика стоп ДПС предполагает перевод босса на 2-й минуте. То есть, да, ребят, 40 секунд не бить босса. Понимаю сейчас скептицизм в ваших глазах, что это невозможно, что так не работает, что возможно. Я сам не верил, но оказывается, можно не накручивать.
Вот. И просто ждать. То сейчас, ребят, феноменальный геймплей, да, просто ждем. Терпение. Уже у Фростмага нервы сдают, видно, не будем тыкать пальцем, но все видно. Все, команда домашнего турела, пошел ДПС, пошел дэмэдж. И пускай там якобы пет Фростмага, ребят, мы все понимаем, кому он служит, все понимаем. Вот, значит, пошел ад, здесь наш воин не крутит, просто бьет адом. Здесь, значит, используется первый вариант, да, место расположения адов. Поэтому сначала бьют первого. Здесь герой клип назад, чтобы отойти. Что хотел сказать? Что в этом случае, да, вот если вы решите подбегать согласно варианту номер 1, то принцип милики, РДД, хилы работают всегда. Да, при этом, конечно же, в первую очередь давать более мобильным классам, но, как мне говорят эксперты, добежать можно просто на ногах без каких-либо там особых способностей, да, именно к своей метке. Вот, если вы решите использовать второй способ, то там за счет того, что ады синхронно кастуют, милики не так сильно страдают, и можно их отправить где-то ближе к концу. Вот, тут, значит, не оказал внимания должного, но последний кружок был доведен за несколько секунд до окончания. То есть 3 минуты начинается вновь первая фаза. Даются все брусты, идет ДПС босса. Я на второй переходной фазе об этом как бы уделю внимание, покажу. Пока навара механики не кидаются, ребят, но они будут, не переживайте, да, то есть я специально взял довольно наглядный килл, где будет все. Лазеры. Подходит здесь моб, поэтому кливаем через него. Насчет того, играть ада, кливать босса, либо наоборот, как хотите. Вот. Важная механика. Увидели. Закрыли руну. Понятно. Стоим, ждем, пока не исчезнет. Возвращаемся. Продолжаем. Заливается мелочь. И вот, значит, у босса 42,5% хп. Да, время 4:15. То есть еще 45 секунд мы вновь стопаем. Пока бьем ада. Напомню, что именно после 43, да, процентов хп, или там 42,5, разные источники говорят по-разному, но суть одинаковая. Босс перестает кидать какие-либо механики, начинает просто ауешить, дамажить, но все это, по идее, отхиливается. Трудности, скорее всего, вряд ли возникнет. Итак, 53 секунды. Строгий стоп ДПС. Только элементаль хулиганил, но это такой мелочь. Вот, перевод босса. Вновь вторая фаза. Ну, ладно, здесь вар все еще не крутит, но повторяет просто переходную фазу. Смотрим. Time left 35 секунд, да, пишется здесь. Это то, сколько, получается, времени осталось до окончания этой фазы. Напоминаю, что согласно стратегии стоп ДПС, завершиться фаза должна за 2-3 секунды до окончания надписи. Ну и самое главное, конечно же, что начинать крутить нужно одновременно, чтобы не было соприкосновения по механикам. 10 секунд. Сейчас команда заходить, и человек докручивает. Видите, 3 секунды, перевод босса. Тут, ребят, last фаза, заключительная фаза. И есть что сказать. Видите, они идут был с пула сразу, ну не с пула, точнее, а сразу, да, то есть есть разные мировоззрения на этот момент. Кто-то дает БЛ сразу. Вот тут был важный момент. Да, важный момент. Смотрите, воин получил сферку. Его задача что сделать? Выйти ногами, вынося сферу. Дождаться лазеров. Потом нажать героический прыжок, чтобы уйти от лазеров. В данном случае отмотаю, что было сделано.
Да, вот здесь вот. На нем бомба. Сначала героический прыжок, потом героическая смерть. Вот, то есть так делать не надо. Не надо. Нужно сначала отбегать, потом лучи лазера, героический прыжок. Все понятно. Но здесь не стоит как бы думать, что. Здесь воин выполняет стратегическую функцию, очень важную. Он показывает, что убить босса можно даже без одного человека, да, то есть даже кто умирает у них, то если вы все будете живы, то даже учитывая более низкий гир, ДПСа хватит, да, то есть он взял на себя благородную такую миссию, стратегию показать, что все возможно. Насчет БЛ, ребят, рассказывал, что можно давать сразу. Для чего? Для того, чтобы отошли минутки, вторые, да, есть минутки, вот, их дать. Но многие также БЛ дают после выноса первых бомб. То есть вынесли бомбу, вернулись, дали БЛ. Вот, таймлэфт 5 секунд, ребят. И босс обязан умирать прямо сейчас. И вот он умирает прямо вот в тот самый момент, когда начинается уже вайп. Да, то есть с одним трупом ДПС еле-еле хватило с тютелькой. Вот. Живите все вместе. Здравствуйте, ДПС на вашем экране, да, сейчас указан пониже. Понятно, что ДПС здесь совсем не показательный, потому что из-за стопа ДПС логи вы не накрутите. Вот, но босса, надеюсь, убьете. Удачи. Контрольные вопросы. Что нельзя делать после команды «Стоп ДПС»? Чем так коварны лучи? Какой стороны нужно придерживаться, вращая руну? Зачем умер воин? И, наконец... Как говорит один малоизвестный, но кто-нибудь точно знает такого ютубера, Вертушонок, кто предрекал, что нам пиздец.